Фотография жилого вахтового комплекса Харасовейского месторождения. В последний раз их видели здесь. Внимание! Разыскиваются белые медведи. Два белых колобочка, по совместительству крупнейшие хищники планеты, правда еще молоденькие, решили задержаться в промзоне Харасовея. Эти ребята быстро наделали шума в социальных сетях и СМИ. Похождения белых медведей по Харасовейскому месторождению, которое разрабатывает компания «Газпром Добыча на дым», обычная история. Газовики, строители, буровики и другие работники промышленной территории давно привыкли к встречам с хозяевами Арктики. Белый медведь не боится ни нашей техники, ни всех наших отпугивающих устройств. С белым медведем мы стараемся не встречаться. А если же встреча все-таки состоялась, мы их не трогаем, пытаемся их отогнать, чтобы они ушли в свое место обитания. У нас с ними договор о ненападении. Но этот случай особенный. Медвежата не спешат покидать район вахтового жилого комплекса, будто бы получив вид на жительство. Все попытки отпугнуть их и выдворить подальше от людей не приносят результатов. Возникает потенциальная угроза и для молодых хищников, и для персонала месторождения. Слава двойняшек оперативно доносится и до экспертного сообщества. А при Росприроднадзоре как раз существует рабочая группа, чтобы помогать белым медвежатам, оставшимся без попечения матери. Нашим ребятам повезло. Специалисты принимают решение оставить их в дикой природе, но перевести подальше от промышленной зоны. Сейчас они никого не пугают, их люди не боятся. Но через полгода, через год они вырастут до взрослых особей. Зверь, он непредсказуемый. Так как может он быть сейчас добродушный, а через день-два он будет агрессивный, может быть, и напасть на человека. Для эвакуации собирают команду из российских ученых, представителей природоохраны и газовиков, которые взяли на себя большую часть организационных мероприятий, разрабатывают план и отправляются на рандеву с хулиганами. А те, конечно же, не сидят на месте в ожидании переезда. Начинаются поиски на огромной промышленной территории, на которой расположено приличное количество объектов. Одни действуют, другие в процессе строительства, третьи ожидают демонтажа. А еще в это время года Арктика живет, скажем так, по программе сокращенного светового дня. Получается, не слабый такой квест. Оперативные данные очевидцев, несколько выездов, и вот, наконец-то, мимимишки дефилируют перед командой, но снова пропадают из поля зрения. Позже становится понятно, что белые пирожочки устроили себе ночлежку под одним из ветхих зданий. На то открытое место, где вы ходили, там как раз на углу. Заходили, да? Да, заходили, в принципе, его прямо на траву положили, с машины сели и да, сидеть. Там нет. Да, а им как раз тянуть будет, да. И под этот. Тогда заезжаем с той стороны, по ветру ложим его. Как заезжали? Да, и все, потому что отсюда тянуть будет туда, и он запах не будет чувствовать. Почти час ночи, и это уже третья попытка. Теперь в ход идет козырь. Ароматная щука для харасовейских хулиганов. Выходите, кушать подано. Рядом находится столовая одной из организаций. Из окна отличный обзор на площадку с приманкой. Начинается засада. Только через несколько часов братья, видимо, решив устроить поздний ужин, выходят из своего убежища. Ну что, Андрей Николаевич, готов? Готов. Все готовы, спокойны, действуют без суеты и с большой осторожностью. Вот и нас попросили не включать световые приборы, чтобы не спугнуть мишек. Ароматная вкусняшка вызывает большой интерес косолапых, а они и не подозревают, что на десерт им приготовили хорошую порцию анестезии. Биолог Андрей Болтунов попадает в обе пушистые цели, не особо напрягаясь. Эти кадры могут показаться жестокими, но все в порядке. Детеныш просто крепко спит. Без такого временного усыпления к опасному хищнику просто не подойти.
Но второму медвежонку, который покрупнее, одной дозы оказывается мало. Слегка хмельной колобочек продолжает разгуливать, никого не стесняясь. Специалистам совсем не жаль добавки для хулигана, и абсолютно не важно, что он в домике. В это время его спящего брата газовики готовят к транспортировке. Переносят вручную, перевозят в ковше погрузчика. А что вы хотели? Это Арктика, здесь нельзя заказать доставку. Спать медвежата будут пару часов. За это время нужно успеть провести несколько процедур. На спинке непоседам устанавливают передатчики для отслеживания их передвижения в режиме реального времени. Устройства недолговечные, в идеале должны продержаться только несколько месяцев до наступления линьки. Но на сегодняшний день это самые безвредные метки для животных. А еще с каждым братом нужно познакомиться поближе. У них берут биоматериалы. Образцы расскажут о состоянии животных, а также помогут в формировании генетической картины медведей Карского моря. На самом деле чувства очень смешанные. С одной стороны, безграничное умиление. Посмотрите вот на этот чудесный черненький носик и на эту лапочку. С другой стороны, есть осознание, что это крупнейший хищник планеты. И несмотря на то, что он еще подросток, одной этой лапочкой он может отправить вас на небеса. Для транспортировки специальный контейнер. Это, кстати, хендмейд надымских газовиков по параметрам, которые рекомендовали специалисты. Теперь двойняшек ждет путешествие на вертолете. Кстати, недешевое удовольствие. Их отвозят подальше от промзоны в Ямальскую тундру. Рядом с местом выпуска берег Карского моря. После всех приключений косолапые чувствуют себя вполне комфортно. А тут еще и подношения от людей подоспели. На месте сорванцам оставляют 200 кило рыбы, чтобы у них был стимул задержаться на этой территории. Мы не рассчитываем, что они начнут охотиться, как взрослые медведи. Их шанс на выживание – это следовать за взрослыми медведями, которые активно и успешно охотятся, и, как правило, не съедают все, что поймали. После них остается достаточно остатков, на которых кормится много кто. Здесь хорошо сейчас замерзло море, места и нерпячие, и медвежьи, поэтому мы надеемся, что они не пропадут. И они не пропали. Больше 2 недель маяки исправно сигналят и показывают местоположение Хары и Савея. Так, кстати, назвали медвежат. Но оказывается, что у них свои планы. Спустя 3 недели без передатчиков, их они благополучно сняли, но на любимом месте Хара и Савей шокируют всех и возвращаются обратно в промзону. Теперь о них еще больше говорят СМИ и блогеры, а специалисты пытаются придумать, как перехитрить арктических бандитов. И снова мальцам дают шанс остаться на воле. Готовят новую эвакуацию. Собирается прежняя команда. Казалось бы, через это уже проходили, и сейчас повторится прошлый сценарий. Но косолапые, видимо, решают устроить человеком усложненный квест. Они просто уходят с радаров. Причем всем понятно, что Мишани где-то здесь, но притаились. Начинаются долгие поиски, патрулирование местности, выезды по звонку. Объявляются братья только спустя 36 часов поисков. И что бы вы думали, в том же самом районе, где их ловили в прошлый раз. Дальше все проходит по уже отработанной схеме. Положить спать, перевести в теплый бокс, установить новые передатчики, закрепить их основательно, чтобы мишки снова от них не избавились. А еще измерить выдающиеся формы. Кстати, за месяц двойняшки подросли на 10 и 15 сантиметров и стали весить по 100 кило каждый. А значит, доказали, что медвежата в таком возрасте способны самостоятельно добывать пропитание в Арктике и чувствуют себя вполне комфортно. Для научного сообщества это бесценные данные. А теперь снова кататься на вертолете, и на этот раз подольше. А все потому, что косолапые переезжают в Гыданский национальный парк. У
Ученые сделали выводы, что Хара и Савей смогли вернуться после первого переселения, потому что находились на знакомой территории. Новое место прописки расположено гораздо дальше от Харасавея, в чужом для медвежат районе, а это в разы снижает шансы на обратный вояж. А кто это тут такой сонный и мохнатый и сразу отправляется кушать подарочную рыбку? Второе переселение прошло успешно. С колобочками все в порядке. Главное, они на свободе. Нельзя запускать такие случаи до такой степени, когда медведи уже чувствуют себя частью поселка, полноправными хозяевами, уже начинают проявлять свои лидерские качества, показывать людям, что они здесь хозяева, а не наоборот. И, пожалуй, это последний такой шанс мы даем двум медвежатам стать нормальными медведями, а не помоечными собаками. Здесь у них есть все шансы стать большими хищниками. В этом районе много нерпы, которая является основой рациона плотоядных краснокнижников. Пока медвежата будут доедать то, что бросили взрослые сородичи, а потом научатся охотиться самостоятельно. Национальный парк Гыданский, заповедная зона 300 километров от Харасавея. Здесь должно закончиться путешествие харасавейских медвежат и начаться новое во взрослую и уже, надеемся, дикую жизнь. Практика перемещения белых медведей подальше от людей существует давно и достаточно успешно применяется в разных регионах. Но когда речь идет о зрелых хищниках, переселять подростков, сохраняя их в естественной среде обитания, не пробовал еще никто в мире. Эвакуация с Харасавея стала уникальным прецедентом. Огромные финансовые затраты, техника, топливо, бессонные ночи, замерзшие носы и руки. Эти хулиганы запомнятся надолго. Но история Хары и Савея – это нечто большее, чем спасение двух медвежат. Это напоминание нам, людям, об ответственности перед дикой природой, о том, насколько хрупким может быть баланс в ней, о том, что вмешиваться можно только в исключительных случаях.